Это моя бабушка, Нина Петровна. Она не из тех, которыми принято хвастаться в интернете. Она не носит модные шляпки, не ездит на велосипеде и не красит губы яркой помадой. Она просто бабушка, которая научила меня замечать детали и хранить воспоминания. Большую часть жизни она прожила в маленьком городе посреди тайги, в 100 километрах от железной дороги и 8 тысячах от Москвы. Выезжала она редко, поэтому относилась к воспоминаниям очень внимательно. Самой яркой была поездка с моим дедушкой на Кавказ в феврале 1977 года. Им было около 40, и они впервые уехали вместе, так далеко от дома. Потом родились внуки, наступили непростые времена, болезни, и вскоре дедушки не стало. Спустя ровно 40 лет с той поездки, в феврале 2017 года, я решил ее повторить. Бабушка, привет! Привет. Слушай, что я подумал. А ты не хочешь съездить еще раз в Пятигорск и в Кисловодск? Погулять по тем местам, где вы с дедушкой ходили? С тобой? Ну да. Ой, с удовольствием поеду. Надо сказать, что моя бабушка легка на подъем. Мы встретились в Москве и поехали в аэропорт. Бабушке 82 года, и в последнее время она плохо переносит дорогу. Но только сейчас она об этом забыла. В Пятигорске мы остановились в санатории, который почти не изменился с тех пор. Мы не стали арендовать машину, а пользовались только тем, что было и 40 лет назад. Городскими автобусами, электричкой и попутками. Канатная дорога в 1977 году уже была, но бабушка тогда не решилась ею воспользоваться. Впрочем, она и сейчас не решилась. Вспоминая далекое прошлое, принято говорить, что деревья тогда были большими. В случае с бабушкой все наоборот. Они стали большими. Настолько, что начали скрывать ориентиры. Где-то появились новые здания, где-то были снесены старые, что-то изменилось в ходе реставрации или под воздействием времени, но многое осталось на месте. Бабушка вспомнила почти все, кроме одного – лестницы. Удивительно, но она не запомнила ни одной ступени Пятигорска. Они много гуляли с дедом, ходили от цветника до провала и обратно. Но о том, что между ними длинные лестничные пролеты, она узнала только сейчас, когда они стали настоящими препятствиями. И это был самый неожиданный момент во всей ее встрече с молодостью. Я вот что понял за эти 4 солнечных дня на Кавказе. Никогда не жалейте ног в путешествиях. Трогайте, нюхайте, пробуйте, общайтесь, запоминайте и увозите с собой. Неизвестно, через сколько лет вы вернетесь в эти места и вернетесь ли вообще. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,
горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал. Горячий. Ладно, хватит снимать, Леночка.